Три мудрых совета. Три каменщика из одного селения трудились на строительстве царского дворца. Когда дворец был закончен, они пришли к царю за расчетом. Царь сказал им: «За вашу работу я могу дать либо по 5 золотых монет, либо 3 мудрых совета, которые пригодятся вам в жизни». Два мастера взяли по 5 золотых монет и ушли. А третий подумал: «Наш царь известен своей мудростью. Когда у меня еще будет возможность получить от него совет? А 5 золотых монет я всегда могу заработать». И он отказался от денег и попросил дать ему 3 мудрых совета. «Хорошо», — сказал царь, — «запомни, никогда не давай свою ношу случайному попутчику. Это первый совет. Если тебе нужно переночевать, никогда не оставайся в том доме, где живут старый муж и молодая жена. От их несогласия и недовольства друг другом могут возникнуть неприятности, в которых окажешься замешан и ты. И третий совет. Ничего не делай сгоряча. Помни пословицу: пусть каждый на ногте своего указательного пальца напишет слова «Не торопись». «Ты правильно поступил, что выбрал мудрость, а не деньги», — продолжил царь. «Вот тебе за это в придачу к советам 3 круглых хлеба. Но помни, их нужно донести до дома, а не съесть в пути». На следующий день 3 каменщика покинули столицу и отправились домой. Каждый из них нес мешок с одеждой, инструментами и провизией. В дороге их догнал всадник. Он предложил путникам подвезти их вещи. 2 каменщика обрадовались и притащили к седлу всадника свои мешки, которые они уже устали нести. А третий вспомнил совет царя и отказался от предложения всадника и нес свой мешок сам. Всадник сначала ехал рядом с путниками, а потом хлестнул коня и умчался. Так первые 2 каменщика лишились всего, что у них было. А третий, благодаря мудрому совету царя, не пострадал от хитрого обманщика. Вечером все 3 остановились на ночлег в доме гостеприимного старика. Но третий каменщик, увидев, что у хозяина молодая и красивая жена, вспомнил 2-й совет царя и ушел из этого дома. Он переночевал под навесом в соседнем дворе, и это спасло ему жизнь. Дело в том, что жена старика таила злобу на мужа. Он когда-то давно избил ее из-за ревности, и она задумала убить его. И только ожидала, чтобы представился удобный случай свалить вину за это на кого-нибудь другого. Ночью, когда все уснули, коварная женщина достала из кармана одного из каменщиков нож и всадила его в сердце мужа. А потом подняла крик. Сбежались соседи, и женщина рассказала им, что мужа в ссоре убили путники, которых он пустил переночевать. Каменщики не смогли оправдаться и были без вины казнены. А третий каменщик вечером следующего дня добрался до дома. Остановившись у окна, он вдруг услышал голос своей жены. Обращаясь к кому-то, она говорила, что любит его больше всего на свете. Кровь ударила в голову каменщику. Он решил, что за время его отсутствия у жены появился любовник. Каменщик в гневе достал из своего мешка пистолет и чуть было не выстрелил в окно. Но в последний момент увидел на курке пистолета свой указательный палец и вспомнил 3-й совет царя. Никогда ничего не делай сгоряча и никогда не торопись. Он остановился и прислушался, и услышал голос своего маленького сына. «И я, мама, тоже люблю тебя больше всего на свете.
«А когда же вернется наш отец?» Каменщик вбежал в дом и обнял жену и сына. Когда они сели за стол, то жена спросила его, много ли денег он заработал на строительстве царского дворца. Каменщик ответил, что вместо денег получил от царя 3 мудрых совета, которые оказались дороже денег, и рассказал все, что с ним приключилось. А в придачу к советам царь дал мне вот это. И каменщик достал из своего мешка 3 круглых хлеба. Он вместе с женой разломили хлеба, и в каждом из них оказалось по 50 золотых монет. Авторство этой притчи на YouTube и в сети интернет приписывают Омару Хайяму. Но на самом деле это не так. Это дагестанская народная сказка. Красивая, афористичная и притчеобразная. А так как Омар Хайям не только гениальный математик и выдающийся поэт, но еще и великий мыслитель, то его имя стало символом мудрости. Поэтому Омару Хайяму, кроме его произведений, часто приписывают многие высказывания и поучительные притчи. Видимо, так и произошло с историей про каменщика, которому царь дал 3 мудрых совета. Если вам понравился этот ролик, то поставьте лайк и напишите комментарий. Это поможет продвижению этого видео и всему каналу. Спасибо и до новых встреч!